Всем привет! Меня зовут Вячеслав Юркин. Я приветствую вас на своем канале Хобби Столярка. На днях я получил свой долгожданный станочек. Вчера я его собрал, попробовал даже на нем попилить. Хочу поделиться с вами своим субъективным мнением, своими субъективными ощущениями по поводу моего приобретения. Этот станок чисто хоббийного класса. Никакого отношения к серьезному промышленному производству этот станок иметь не имеет, да и не может. Но, однако, каждый получает именно то, что хочет. Меня все устраивает. Пока я находился в поисках, пока я решал вопрос, какой же станочек мне все-таки приобрести, потому что пользоваться ручной циркулярной пилой, встроенной в стол, уже надоело, уже качество не устраивало. Я перелопатил очень много разных моделей, разных производителей. И Makita, и DeWalt, и Bosch. Все хорошо, все хорошо. Но вот тот самый злополучный баланс цена-качество среди тех моделей, которые я рассматривал, в общем-то, меня не устраивало. Дороговато. Я искал что-то подешевле. Такое убеждение, как дешевое не может быть хорошим, меня немножко тревожит. Но, однако, вот вчера я собрал этот станок, попробовал попилить. Чувство тревоги немного отступило. Немного. Слишком малый срок, чтобы давать какую-то оценку, которая соответствовала бы реальной действительности. Но вот по первому впечатлению. Молодцы. Молодцы китайцы. Несмотря на то, что приобретал я его у российской фирмы, ссылку на их сайт я дам под роликом или в первом комментарии. Производитель Китай. Об этом говорит абсолютно все. Но прежде всего, вот эта вот честная позиция, которая, в общем-то, и нравится. На самом станочке есть надпись «Сделано в Китае». Причем на русском языке. Китай Китаю рознь. Кому-то ты доверяешь, кому-то не очень. Ну и не надо забывать, что те же самые Makita, DeWalt и Bosch, скорее всего, делаются на том же самом заводе. Однажды один мой приятель, когда мы обсуждали изделия, изготовленные в Китае, оригинальность, о том, как китайцы экспроприируют модели, копируют их, мой приятель сказал, это было очень давно, замечательную фразу. Если на шильдике написано «сделано в Германии», я не очень доверяю этому товару. Если сделано во Франции, тоже не очень доверяю этому товару. Сделано в Штатах, да где угодно. А вот если на шильдике написано «сделано в Китае», то я доверяю этому производителю. И подкупает прежде всего вот эта вот открытая позиция. Когда производитель не боится признаться, кто сделал, как сделал, где сделал. Поэтому, когда, распаковав коробку, я увидел вот эту надпись, эта надпись просто заставила меня относиться с доверием к товару.
Но, однако, сильно нахваливать не буду. Я лучше кое-что о нем расскажу. Российская фирма, которая занимается распространением продукции этого производителя на территории России, присутствует на российском рынке уже давно и торгует продукцией не только этого производителя, но и других известных, в общем-то, малоизвестных. У них на сайте есть очень много подробных описаний оборудования, которые они предлагают. Поэтому вот таких технических характеристик я бы не хотел касаться, потому что такие технические обзоры, не буду скрывать, есть люди, которые такие технические обзоры делают лучше, чем я. Чего мне пытаться, тем более информацию, которую они дают на своем сайте, размещая вот такие видео, ролики, подробная и исчерпывающая. Поэтому я хочу коснуться только субъективных ощущений. Рекомендовал бы я кому-нибудь эту пилу или не рекомендовал? Начну с того, что меня подкупило. Пропадаю из кадра. Что меня подкупило? Размер рабочего стола в собранном состоянии 74 на 74 сантиметра. По собственному опыту скажу, что большинство операций можно сделать, не прибегая к такому приему, как использовать расширители. Даже в собранном состоянии, скажем так, процентов 80 операций, в 80% случаев вот это все раздвигать не придется. Мне так кажется, и у меня так сложилось. Второй момент, который мне кажется просто супер классным. Это каретка, интегрированная непосредственно в рабочий стол. Потрясающе. Потрясающе. Работает замечательно, гладенько. Ход очень четкий. Регулируемый люфт. Надо сказать, что вчера, когда я собирал этот станок, устанавливал его на станину, я обратил внимание, что большую часть работы я потратил на сборку самой станины, вот этих ножек. Каждая деталька по отдельности, ножки, перемычки вот эти вот, по отдельности внушают какое-то недоверие, кажутся хлипковатыми. Но когда это все собралось в единую конструкцию, она стала очень жесткой. Она выдержит совершенно спокойно этот вес. Единственное, мне, конечно, придется что-то колдовать и устанавливать это на колеса. Помещение очень маленькое, поэтому елозить по бетонному полу не очень хочется. Что-нибудь придумаю с колесами, это несложно. Когда я собрал станину и прикрутил их, и пока еще не прикручивал к станку, я по рекомендации, изложенной в ролике, который расположен у них на сайте, размещен, приступил к проверке настроек станка. Я обратил внимание на все пункты, на которые рекомендовано обращать внимание при распаковке товара. Знаете, этот станок, как это говорится, работает из коробки. Настройка абсолютно точная. И, в общем-то, моя проверка этим и ограничивалась, проверкой. Ничего перестраивать я даже не пытался и не стал. Миллиметр в миллиметр. Там, где надо, прикручивается. Там, где надо, прищелкивается. Все очень удобно. Кроме того, обратил внимание, пока собирал саму станину,
ее невозможно собрать неправильно. То есть ты либо детали совпадают, и ты собираешь это правильно, либо детали не совпадают, и ты не можешь это собрать. Защита от дурака воплощена в изготовлении подстолья. И я думаю, я подумал, если подстолье, вот эту вот опору, станину и станок изготавливал все-таки один производитель, ну, думаю, что этот принцип соблюлся насквозь от станины и до самого станка. Ну, хочется так думать. Вчера также метровой линейкой, не этой, проверял станину насчет кривизны. Ну, возможно, какие-то суперточные электронные приборы и покажут, но старинный способ просвечивать это все фонариком не показал, что столешница, стол кривой. Наоборот, мне показалось, что слишком уж идеально это некоторую оторопь берет. Неужели мне попался качественный товар? Хитрая система из шлангов. Вот этот коротенький шланг соединяет турбину, а вот этот тоненький и подлиннее непосредственно забирает опилки из зоны пиления. Несколько непривычно. Встроенная турбина, собственный стружка-отсос. Шикарная вещь. Я сейчас покажу, как надувается мешок. Сама турбина мощностью 500 Вт. Ее мощность меньше, чем у моего Керхера, пылесоса, которым я пользовался. Ну и буду пользоваться, но уже на других операциях. Поэтому у самого Керхера мощность 1,3. Здесь 500 Вт. То есть в половину, почти в 3 раза меньше. И я немножко опасался. Думаю, а вдруг слабовато и не возьмет. На самом деле берет. Ну, посмотрите, как надувается мешок. И сейчас в качестве демонстрации я распущу вот такой щит. Вот такой щит толщиной 40 миллиметров на рейке шириной 60 миллиметров, чтобы посмотреть. Ну, в общем-то, это мне нужно по делу, чтобы посмотреть, сколько опилок останется на столе. Опилки практически все ушли в мешок. А на столе опилок практически и нет. Выдувает очень хорошо. Опасался я совершенно напрасно. Ну, вот здесь чуть-чуть пыль нужно смахнуть. Ну, говорить о том, что все в этом станке идеально, ну, нет, я бы так не сказал. Есть некоторые моменты,
которые мне не понравились. И думаю, что вот на них тоже стоит обратить внимание, если перед вами сейчас стоит выбор, какой станочек приобретать. Ну, я сразу скажу, моменты не критичные. Но вот что бы я хотел видеть по-другому в этом станке. Момент подъема пилы. Подъем пилы осуществляется вращением вот такого маховичка. Ну, во-первых, я хотел бы видеть его металлическим. Из любого металла откровенно, но чисто субъективно. Здесь такая лапа, а иногда бывает уставший, и смахнешь, не рассчитаешь, свернешь, лопнет, треснет. Что делать потом? Бежать за гарантией? Ну, работает. Пила поднимается, опускается. Все замечательно. Мне бы хотелось увидеть фиксатор. То есть, после того, как вы настроили необходимый вылет пилы, я бы хотел вот что-то отпустить или что-то нажать, чтобы пила самопроизвольно не опустилась. Хотя, может быть, я зря сомневаюсь, и конструкция надежная, и она сама не опустится. Но вот для верности, для спокойствия я бы хотел это увидеть. Есть еще один момент, связанный с регулировкой пилы. Угол наклона пилы фиксируется вот этим флажком. Раз. И пошли. Вы можете просто подвинуть и наклонить пилу. А можете вдавить вот этот маховичок. И тогда зубчики за шестеренки ухватятся. И вы начнете вращать. Вот эти зубчики пластмассовые. Соответственно, вот эта гребеночка тоже пластмассовая. Я бы хотел увидеть металл. Любой, самый плохой. Ну, наверное, пусть он будет в виде заплатки металлической пластинки с зубчиками. Но металл. И, возможно, сами зубчики не такого размера, а помельче. Это, на мой взгляд, повлияло бы на настройку наклона пилы. На скорость настройки пилы. Вот эта линейка, отражающая угол наклона, я думаю, мало что отражает. И обойтись без покупки специального прибора я заказал на Али. Стоит он рублей 500-600. Сейчас я картиночку прилеплю. Вот примерно такой приборчик, который измеряет уровень не относительно горизонта, а вы задаете базу, обнуляете, это будет у вас 0, а потом примагничиваете это все дело к пиле и выставляете нужный угол. Вот тут нужна точная настройка. Точные настройки с такими крупными зубьями добиться, на мой взгляд, ну, не то что невозможно, очень сложно. Можно было бы сделать красивше и изящней это решение. Сам кожух станка пластиковый. Пластмасса вроде хорошая. Но вот опять же, мы же все являемся в какой-то степени рабами стереотипов. Вот я бы хотел все-таки металл. Ну, видимо, сейчас времена такие. И, видимо, металл или пластик определяет хоббийный или промышленный станок перед вами. Вот эти места, бока у станка, производитель позиционирует как место для хранения приспособлений к этому станку. Ну, видно, что здесь диск. Да, в принципе, было бы удобно прикрутить сюда вот на такой барашек там запасной диск. Или, скажем, один диск для продольного, другой для поперечного, третий. Ну, думаю, да, болтика хватит сразу на 2 или на 3 диска. Там универсальный. Или, скажем, по металлу, чтобы здесь это хранить. Но я включал станок, я вам немножко приглушал звук от работающего двигателя. Тем более их 2 одновременно работает.
Шум стоит, конечно, страшный. И, наверное, придется покупать специальные наушники. Представляете, если к этому шуму добавится еще звук дребезжания металла, дополнительного металла. Так что напрасно, мне кажется, они старались. Ну, в магазине на витрине разложенные диски будут смотреться красиво. В эксплуатации, думаю, что первым делом вы уберете все гремящие предметы. Есть еще один момент, который мне кажется небольшим недостатком, но не критичным, это все решаемо. Когда вы пилите заготовку, вот эти вот предохранительные пластмасски забирают довольно много пространства между пилой и направляшкой. Вот сейчас здесь, наверное, сантиметра 3, может быть 35 миллиметров. А ограничитель уже практически прижался к параллельному упору. То есть, если вы хотите напилить узеньких реечек, этот ограничитель нужно снимать. Но тогда проблема пылеудаления, опилка отсоса, стружка отсоса, как-то немножко усугубляется. Буду надеяться, что не так часто придется пилить такие узенькие реечки. Или, возможно, стоит придумать какой-то другой крепеж пылеотсоса. В любом случае не критично. Плюсы в любом случае перевешивают минусы. Собственно говоря, это и есть все минусы. Плюсы перевешивают. Плюсов гораздо больше. Может быть, кому-то пригодится эта информация в момент, когда вы принимаете решение, что за пилу вам приобретать. Для хоббийщика или даже для профессионала, который работает со штучными изделиями, думаю, что эта пила очень большой помощник. Так что в плане рекомендовать или не рекомендовать, если вы хоббийничаете, рекомендую. Особенно, если вы раньше работали с помощью вот такого хитрого изобретения. Всем пока. Продолжаю принимать поздравления по поводу приобретения оборудования.